Как получить работу в хорошей компании, где будут классные условия труда, где будет достойная зарплата, где проекты, которые вы будете вести, будут вам очень нравиться и классные взаимоотношения с коллегами. Сегодня мы говорим об этом, и есть 3 основных пункта, на которые вы будете опираться, благодаря которым вы сможете получить свою в итоге работу. Сначала мы с вами рассмотрим эти шаги, а в конце видео я поделюсь таким стратегически успешным планом, такой протоптанной дорогой, которая она уже заранее успешная, благодаря которой вы получите свою работу мечты. Вот это видео касается и тех, у кого нет опыта совсем, и тех, у кого есть опыт, но недостаточно. И вот, делясь с вами этими этапами, этими шагами, можно ответить на вопрос, как получить опыт без опыта работы. В принципе, вот изначальный подход должен быть такой. Мы сначала получаем знания, потом упаковываем свои знания в резюме, и в-третьем, потом подготавливаемся к собеседованию и проходим его. Что касаемо знаний. На самом старте, когда нет опыта, классным моментом будет прохождение всяких разных курсов. Курсы можно просто загуглить, и есть платные курсы, есть бесплатные курсы. А если есть желание пройти платный курс, но возможностей нет, есть куча возможностей для того, чтобы найти в интернете какой-то слив курса и получить таким образом знания. Но говорю по себе, проходя курсы платно, я получал оттуда намного больше практики, больше скиллов, больше знаний и умений, которые потом мою карьеру просто выводили на новый уровень. После этого мы собираем свои знания воедино, создаем резюме. Вообще, как правильно создать резюме, о чем там писать, что нужно делать, где искать работу, я рассказываю вот в этом ролике. Обязательно посмотрите его. Ну а потом, получив отклики от работодателей, мы идем и подготавливаемся к собеседованию. О том, как подготовиться к собеседованию, у меня есть на канале целый плейлист. Обязательно посмотрите его. Также здесь я оставил подсказку. Но вообще в описании есть ссылка на мой сайт, где вы сможете перейти, посмотреть, как я смогу вам помочь получить желаемую работу, потому что всю эту информацию о том, как пройти вот эти этапы, когда у вас нет резюме, до этапа, когда вам дают первый оффер, собрал эту информацию воедино, по каким шагам вам нужно будет пройти, как избежать распространенных ошибок. Поэтому переходите на сайт, буду рад вам помочь, а мы идем дальше. Итак, что касаемо стратегии. Смотрите, наша задача, если у вас опыта работы совсем нет, мы беремся в принципе за любую работу, которую нам предлагают, и делаем то, что нужно, и то, что говорят. Далее мы исходим из позиции о том, что можем найти работу чуть лучше, и находим работу чуть лучше. После этого, если вы еще не попали в ту сферу, в которой вы хотите работать, развиваться, продвигаться, то наша задача, опять же, если у нас нет опыта работы, то устроиться в эту сферу деятельности каким-то стажером, каким-то помощником, ассистентом на ту должность, на которую претендуете. Либо, если такой возможности не будет, просто попасть в то подразделение, в тот отдел, который вам интересен. Логика работы будет такая. Мы будем, опять же, выполнять то, что нам говорят, то, что от нас требуется. И в свободное от работы время, либо когда вы доделаете какой-то проект, у вас будет какая-то свободная минутка, свободное время, вы уже с хорошими отношениями с коллегами подходите к коллеге и говорите: слушай, мне вот интересен такой-то проект, мне интересна вот такая задача, можно я тебе бесплатно помогу, у меня есть реально желание вам помочь, и таким образом нарабатываете себе опыт. Со временем такая инициатива, она окупается, и вы таким образом и приносите пользу и компании, и делаете то, что от вас требуется на текущем месте, и получаете свой опыт, ну а затем просто, имея уже опыт работы, либо переходите в компании на эту должность, когда освобождается какая-то вакансия, либо просто переходите в другую компанию на эту должность, на которую вы изначально метили. И запомните очень важный момент. Когда вы будете проходить собеседование с работодателем, вам просто запрещено рассказывать работодателю о том, что вам нужна эта работа, о том, что вы нуждаетесь в этой работе, потому что у вас есть там какие-то нужды, потому что вам нужны деньги, потому что вы ищете работу для того, чтобы отдавать, а не для того, чтобы высасывать опыт. Но опять же, все тонкости прохождения собеседования мы разбираем в курсе «Получи работу», ну а сейчас вам предлагаю посмотреть это видео.